Распродажи ноября. Конечно же, топ-5 ТВ-боксов дешевле $50 должен быть в этой распродаже. И самое интересное, что сейчас цены такие сладкие и на такие классные модели, что сегодня мы выпускаем этот обзор топ-5 до $50 на осень 2024 года на распродаже ноября на канале Технозон. Поехали! Опа, моя страничка, канал мой. Подписываемся, нажимаем колокольчик. А еще хочу вам сказать, что все ссылки на всех проверенных продавцов, плюс на обзоры этих самых ТВ-боксов, которые я сегодня презентую в некотором интересном порядке, размещены в описании под этим видео. Переходим и смотрим. И не ориентируемся на те цены, которые вы видите сейчас, потому что мы снимали его заранее. И цены еще ниже. Какие? Узнайте по ссылке в описании под видео. Мы начинаем с внетопового места. Внетоповое место, как обычно, это у нас два ТВ-бокса. Это Mikulka M7 SE и Mikulka ED2. Вот не знаю, почему он сюда вылез, потому что я вам напомню, как мы формируем топы. У нас есть определенные комментарии, у нас есть определенные отзывы, у нас есть много пабликов, и наша лиса сидит и выбирает постоянно вот эти вот все комментарии, и мы, в принципе, составляем топы. Плюс иногда проводим некоторые опросы на главной страничке на сообществе нашего канала. И тут у нас получается, что начал почему-то фигурировать Mikulka M2 SE и Mikulka D2. Хотя ТВ-боксы ничем не примечательны, есть ТВ-боксы намного лучше. Например, тот же самый Mikulka M2 SE, это 2 на 32 памяти, неплохо, с AV1 кодеком, все хорошо. Глобальная версия с голосовым пультом неплохим, Bluetooth, у которого программируются кнопки для управления телевизором, и тут прикольно, что сделали они 32 гигабайта с хранилища. Но, извините меня, это же все-таки без Netflix, и тут уж дело такое, со 100 мегабитным LAN, с Wi-Fi 5, ну, как бы вот, прикольно. Они прям тут даже пишут не 4К Netflix сертифицированный. Здесь iMlogic S905Y4 и вот еще и Google TV. То есть, насколько интересный, пока мы держим его вне топа. Если заведется, если пойдет, если пойдут люди покупать, писать отзывы, будут тестировать, то мы, конечно же, его введем, там, например, топ-5, а потом будем смотреть на динамику. Вместе с ним и KD2 у нас идет точно так же. Это еще 22 года модель на Android 11, на том же iMlogic S905Y4, но здесь уже 4 на 32, и тоже мы держим его пока вне топ, потому что нет сертификации Netflix. Есть AV1, есть 4К HDR10+, он очень неплохая формула памяти, но это сам по себе формат стика, и для него нужен еще OTG кабель для внешнего USB порта, то есть у него нет USB порта, и тут как бы необходимо что-то делать, хотя они пишут S905Y2, но тут, по-моему, 905Y4, а здесь они пишут iMlogic S905Y4. Вообще какая разница? Я-то ссылку в описании под видео разместил, можете пойти посмотреть обзорчик мы делали. Сам по себе неплох, маленький, компактный за $42, но есть варианты получше. Google пульт вот такого для управления, допустим, устройствами вашего дома, имеется в виду телевизора или голосового какого-то, или какой-то звуковой панели. Но это все пока не топ. А вот на пятом месте у нас TOX 3. TOX 3 давно уже стал, вторая ревизия, давно уже стал дешевле $50, за 40 с чем-то долларов. Вот смотрите, на текущий момент, то вы видели цену на TOX 4, а это TOX 3, $47, Android 11, 905X4 полноценный процессор, скажем так. И тут у нас пошло-поехало. 4 гига на 32, 5 ГГц Wi-Fi to T2R, 1000 мегабитный LAN, опять же говорю, все виды автофреймрейта, то есть в том же Микуле вот этих вот внетоповых пришлось бы этого добиваться с помощью TV Quick Action. Здесь есть и дробные частоты, и целые частоты, и все как хотите, все как положено, CIFS, клиенты, короче, Югус ассоциированная прошивка, тут больше говорить-то не о чем. Неплохо работает, один из моих любимых. Нет аудиовыхода SPDIF, но обычно, знаете, как берут, подключают к телевизору через HDMI, а уже с телевизора берут через ERC на SPDIF звук забирают, потому что у него есть в пробросе Dolby True HD, DTS HD Master Audio, то есть нормальный такой себе прикольный ТВ-бокс. Советую посмотреть мой обзор, у нас было огромное количество обзоров про него, и там и прошивки, и все, что мы там, и вторая ревизия, то есть отлично. Но это вот все пока пятое место. На четвертом месте Taniks W2. Если вы думали, что его цена 21, то сейчас она, наверное, еще ниже в распродажу ноября, потому что за такие низкие деньги вы получаете
заготовку под прошивку Slimbox. А уже на прошивке Slimbox вы получаете iMlogic S905W2 с поддержкой AV1 кодека. У нас тут есть 2.16, есть у нас 4 на 32 за 25 баксов, есть 4 на 64 за 26 баксов. Это один из самых дешевых. Да, у него не такой сильный Wi-Fi, как хотелось бы. Но извините меня, за 25 баксов поиметь такой ТВ-бокс под прошивочку, это просто-напросто нереально. Он проигрывает все, что хотите. Я ж, вот видите, AV1, неплохой ложечек, ну не знаю, 3D они, конечно, пишут, но 3D здесь только анаглиф, поэтому не нужно им было этого писать. Это вранье откровенное. Очень неплохой ТВ-бокс, много мы выпускали тоже обзоров, поэтому смотрим, выбираем. А вот тут вот у нас получился сюрприз. На третьем месте у нас Vontar X3. Вы спросите, почему здесь нет Vontar X4 на полноценном X4 PC? Вот для себя я, например, выбрал такой вариант, что если на X4 брать, то уже брать то X3 до 50 баксов. Если вы хотите сэкономить, и, смотрите, Vontar X3 сейчас стоит 28,62, 29 баксов. А на распродаже он стоит еще дешевле. И объясню, в чем фишка. Это ТВ-бокс, на который есть Югус прошивка. Конкретно порт прошивки Югус. 1000 мегабитный LAN, да, это iMlogic S905X3, это не для медленных интернетов, тут нет AV1 кодека, здесь 265 кодек поддерживается максимально. Но это нереально крутой бокс в плане того, что он уже вылизан и перелизан, у него классный Wi-Fi, у него Android 9 самый стабильный, и на новой прошивочке под него есть и Slimbox, под него есть и Sandman, под него есть порт Югус, под него есть огромное количество разных прошивок, это прям вот бестселлер. Именно только на этом сайте их продано 700 плюс, и это одна из карточек этого продавца. Это на фирменном магазине Vontar, там вообще продажи. На другой карточке этого же фирменного магазина Vontar, вот, пожалуйста, там вот тысячи, там где есть сводные товары, да, там они берут на одном месте, на другом, там тысячи продаж этого ТВ-бокса, и просто отлично. Просто отличное, заслуженное третье место, потому что на втором месте у нас стоит Kikpi KP1. А теперь давайте сравним. Микулка M2 SE, да, который есть, вот он, M7 SE. Микулка M7 SE вроде бы 2 на 32, там и все, сертификация. И Kikpi KP1, та же самая сертификация, но тут 38 баксов. И тут есть Netflix, и Dolby Atmos, и Dolby Audio для всех абсолютно стриминговых сервисов. То есть вот работает любой стриминговый сервис полноценно. Здесь есть AV1 кодек, iMlogic S905Y4, полноценных два USB порта, тот же самый 100 мегабитный LAN, поддержка HDR, HDR10+, и я вам скажу, вот это вот уже бестселлер. Потому что про Kikpi знают все. Это тот же самый Hamatix Box R4K Lite, только стоит дешевле. Его выкупил вот этот вот OEM Tanix и сказал: Hamatix, продавайте что хотите, а мы у SAI Robotics купим ту же самую платформу и сделаем его доступным для людей. $38 за сертифицированный ТВ-бокс с HDR10+, с хорошей формулой памяти и который действительно неплохо работает, с хорошим Wi-Fi 5 ГГц, всего лишь $38. Пожалуйста. Это очень дешево. При том, что если вы живете в Украине, то там есть вот Nexon X10, хотя он стоит там 2000, немножко дороже, да, чем, допустим, $50, но это всего лишь альтернатива для тех, кто не любит ждать и хочет украинскую гарантию. Я вам просто говорю, что он такой есть. Это клон полный, с промокодом Технозон можете купить его даже дешевле, чем 2490 гривен, но ссылка есть в описании под видео, это если вам интересно. Это я не настаиваю, что прям Nexon X в топе до $50. Хотя он точно такой же, с Netflix, со всеми фишками. А вот на первом месте, конечно же, держится у нас Mi Box S второй ревизии 2 на 8 и Xiaomi Mi TV Stick второй ревизии тоже 2 на 8, $41 и тут 49,49. Объясню. Дело в том, что это единственное. Они будут держать первое место до тех пор, пока в топе до 50 не появится другой претендент, который поддержит Dolby Vision с HDR10+ одновременно. Дело в том, что эти два, и TV Box, и TV Stick, поддерживают и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Да, нет LAN-портов полных. Ну, здесь у нас распроданы. Я вам ссылку актуальную размещу в описании под видео. То есть вы сможете перейти и посмотреть. Он, скорее всего, стоит даже дешевле на текущий момент. То есть это просто, что ссылка на этой ссылке его распродали. Это ссылка мне скидывались по другого обзора. То есть, а здесь у нас глобальная версия Mi TV Stick тоже уже достаточно. Их изучили, их уже рутовали, их там перепрошивали. Что только с ними не делали. Но Dolby Vision рулит на первом месте.
То есть с помощью дополнительных приблуд можно добавить им, например, там, поддержку LAN-порта, поддержку USB полноценного, хотя у Mi Box есть полноценный USB, но это USB 2.0. А вообще напишите в комментариях, пожалуйста, вот пользователи Xiaomi Mi Box, обычно те, кто очень давно еще с Mi Box 3 переходили, Mi Box 3, потом Mi Box S, потом Mi Box S 2 ревизии, вот вы довольны своим ТВ-боксом или нет, и заслужено ли первое место? Очень интересно. А ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон и топ-5 до 50 баксов. Пока.